Армении необходимо подписать трехстороннее соглашение с Францией и Индией. Подобное соглашение значительно повысит уровень безопасности нашей страны, особенно в свете текущих угроз со стороны Азербайджана. Если такой документ будет подписан, Азербайджан дважды подумает, прежде чем атаковать Армению. Интересы Франции, Индии и Ирана на Южном Кавказе совпадают, и этим необходимо воспользоваться как можно скорее. Уверен, что если нам удастся заключить такое соглашение, за несколько лет Армения добьется успехов, которые станут примером для других стран региона. Эту идею я продвигаю уже долгое время, начиная с того момента, как узнал о соглашении по военной взаимопомощи между Францией, Индией и ОАЭ, схожим с тем, которое подписано между Грузией и США. Считаю, что Армении следует заключить аналогичное соглашение о военной помощи с Францией, Индией и, возможно, США. Подписание такого военно-политического соглашения с США, как у Грузии, может вызвать недовольство у нашего соседа Ирана, что создаст сложности в транспортировке оружия и по другим вопросам. В такой ситуации наиболее подходящей западной страной для нас является Франция. Президент Франции Макрон в этом году побывал в Индии, где, уверен, обсуждался и вопрос Армении в контексте возможного трехстороннего сотрудничества. С геополитической точки зрения, такое сотрудничество выгодно всем – Армении, Франции и Индии. Особенно учитывая, что Индия видит путь в Европу через порты в Иране, Армению и Грузию. Иран также рассматривает Францию как ключевого партнера на Западе. Отношения между этими странами сложились позитивно еще со времен аятоллы Хамейни. И Франция сейчас является важным партнером для Ирана и Армении, что вызывает беспокойство у Турции, России и Азербайджана. В начале этого года посол Китая в Армении подчеркнул, что для Пекина выгодно включение Армении в этот проект. Таким образом, общая картина начинает складываться. Инициатива «Один пояс, один путь» — это программа, направленная на развитие инфраструктуры и интеграцию стран вдоль шелкового пути. Подписание трехстороннего соглашения с Францией и Индией послужит дополнительной опорой для Армении. Иран не имеет возражений против индийского присутствия, и транзит через его территорию лишь укрепит экономику и влияние страны. Индия также не имеет проблем с ОДКБ и Россией и, на мой взгляд, готова подписать трехсторонний документ о безопасности с Арменией и Францией, независимо от нашего членства в ОДКБ. Вопрос заключается в том, готова ли Франция подписать такой документ, учитывая наше членство в ОДКБ. Ответить однозначно сложно, но уверен, что интерес к этому у всех сторон присутствует. Поэтому властям Армении следует активно работать в этом направлении. Bharat Forge оказалась участником тендера индийской армии на закупку 307 гаубиц ATACMS. Важным событием стало то, что базирующаяся в Пуне компания Bharat Forge Limited предложила самую низкую цену в контракте индийской армии на покупку 307 гаубиц ATACMS, разработанных ДРДО. Контракт стоимостью более 6000 крор рупий предусматривает, что Bharat Forge изготовит 60% из 307 орудий, в то время как компания Tata Advanced Systems Limited, предложившая вторую по величине ставку, изготовит оставшиеся 40%. Источники в оборонной сфере сообщили, что недавно были открыты коммерческие предложения обеих фирм, и Bharat Forge, предложившая наименьшую цену, получит большую часть заказа. Этот контракт станет крупным успехом для местных наземных систем вооружения, разработанных Организацией оборонных исследований и разработок. Открытие торгов произошло после того, как индийская армия провела испытания транспортных средств Tata, которые могли использоваться для буксировки гаубиц в полевых условиях. Это также станет первой продажей таких орудий внутри страны, поскольку гаубицы уже экспортировались в дружественные страны, такие как Армения. Производители оборудования теперь рассматривают возможность экспорта и в другие дружественные страны, уделяя особое внимание африканскому рынку. Ожидается, что заказ на 307 усовершенствованных буксируемых артиллерийских орудийных систем ATACMS для развертывания вдоль границ с Китаем и Пакистаном будет размещен в текущем финансовом году. Местная 155-мм гаубица была разработана ДРДО совместно с двумя частными партнерами Tata Advanced Systems Ltd и Bharat Forge Ltd.
Министерство обороны получило от индийской армии предложение на покупку 307 усовершенствованных буксируемых артиллерийских орудийных систем «Атакс» для развертывания вдоль границ с Китаем и Пакистаном. Испытания «Атакс» были завершены на полигоне в Покхране в период с 26 апреля по 2 мая 2023 года. «Атакс» — это проект буксируемой артиллерийской системы, разработанный ДРДО в рамках программы модернизации артиллерии индийской армии. Научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт вооружений АРД в Пуне является ведущей лабораторией ДРДО по проектированию и разработке «Атакс», наряду с другими лабораториями ДРДО. Депутаты Европарламента призвали Азербайджан освободить армянских военнопленных и защитить культурное наследие. 52 депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы подписали заявление с призывом к Азербайджану немедленно освободить всех армянских военнопленных и задержанных гражданских лиц. Депутаты подчеркнули, что удержание армянских военнопленных противоречит международному праву и гуманитарным нормам. Кроме того, парламентарии выразили обеспокоенность сохранностью армянских культурных памятников в Нагорном Карабахе, призвав Азербайджан принять меры для их защиты. Они также осудили присутствие азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Армении и потребовали их немедленного вывода. Это заявление очень важно, особенно перед КОП-29. Подобные обращения должны все чаще звучать с европейских трибун, и давление на Азербайджан будет только расти. Тот факт, что мы слышим эти заявления в ноябре, свидетельствует о возрастающей обеспокоенности международного сообщества по поводу соблюдения прав человека и территориальной целостности в регионе. Ранее Европейский парламент и другие международные организации уже призывали к немедленному освобождению армянских военнопленных и защите культурного наследия. Все это оказывает накопительный эффект. Ждем завершения выборов в США. Отметим, что в том же Азербайджане с нетерпением ждут итогов выборов в США, которые в дальнейшем, даже с любым исходом, будут иметь колоссальное значение и влияние на наш регион. Я одно знаю – следующий год будет очень насыщенным и важным для Армении. Поживем – увидим. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы вы были в курсе всех важных событий.